Сегодня готовим безумно вкусный и красивый торт «Птичье молоко». Это не совсем классический рецепт. Нижний корж без выпечки, а в составе основной массы нет белков и масла. Для основы понадобится сахарное печенье. Я взяла печенье с какао, чтобы основа контрастно смотрелась в желе. Печенье измельчить удобным для вас способом. Я измельчаю при помощи блендера. Вот такая мелкая крошка должна получиться. Сливочное масло порезать на небольшие кусочки и растопить в сотейнике. Крошку из печенья высыпать в миску, влить растопленное масло и хорошо перемешать. Должна получиться влажная сыпучая масса. Для этого десерта лучше использовать разъемную форму. Дно формы застелить пергаментной бумагой. Лишнее обрезать. Кстати, у меня форма диаметром 20 сантиметров. Сделать бортик, в идеале из бордюрной ленты. У меня ее нет, поэтому из пергаментной бумаги я вырезала полоску по высоте чуть выше бортика. Края бумаги смазать сливочным маслом и приклеить. Такой бортик нужен, чтобы десерт легко освободить от формы. Выложить массу в форму. Выровнять лопаткой. И уплотнить дном стакана. С помощью силиконовой лопатки придавить и сделать более гладкую поверхность. Готовую основу поместить в холодильник примерно на 15-20 минут. А пока займемся массой птичьего молока. Вывалить в миску сметану и вареную сгущенку. На небольшой скорости блендера перемешать. Можно это сделать при помощи обычного венчика. Не нужно взбивать, чтобы не образовывались пузырьки воздуха. Влить лимонный сок и перемешать. В быстрорастворимый желатин влить горячую воду температурой примерно 80 градусов. То есть это не должен быть кипяток. И постоянно мешать до полного растворения желатина. Влить в массу через сито и хорошо перемешать. Масса птичьего молока готова. Достать из холодильника форму с основой. Вылить массу в форму. И отправить в холодильник минимум на 2 часа. Для декора приготовим ганаш. В пиалу поломать шоколад. На 90 грамм молочного шоколада взять 36 грамм сливок. Если использовать черный шоколад, то на 90 грамм черного шоколада 45 грамм сливок. Вообще ганаш готовят по-разному. Чтобы не получилось расслоение массы, я предлагаю вариант с минимальными осложнениями. Для этого в шоколад влить сливки. У меня сливки прямо из холодильника. Опустить пиалу в миску и наполнить миску кипятком. Немного подождать, пока шоколад не начнет таять. Далее мешать до тех пор, пока сливки не соединятся с шоколадом. Пусть вас не пугает внешний вид массы. Главное продолжать мешать. Шоколад становится более мягким и постепенно впитывает сливки.
Как только масса станет однородной и приобретет красивый блеск, снять с водяной бани. Ганаш готов. Достать из холодильника торт. Аккуратно отсоединить и убрать бортик. Снять пергаментную бумагу. Снимается очень легко. С помощью лопатки аккуратно переношу торт на блюдо. Вылить ганаш на торт и равномерно распределить по поверхности. Далее приготовим стружку из шоколада. Для этого нужен холодный шоколад и овощечистка. Половина плитки шоколада достаточно, это 45 грамм. Вот такая крупная стружка получается. С помощью ложки обильно посыпать торт стружкой по краю. Придерживать лопаткой, чтобы стружка не сыпалась на блюдо. Совсем немного стружки разбросать в центре. Из-за пергаментной бумаги на боках торта есть небольшие вмятины. Это ничуть не портит его внешний вид. Если использовать бордюрную ленту, получаются идеально ровные бока. Торт поставьте в холодильник минут на 30, чтобы охладился ганаш. Сделайте ароматный кофе со сливками или заварите вкусный чай. Отрежьте кусочек птичьего молока. Сядьте поудобнее, включите интересный фильм и наслаждайтесь вкусом. А вкус просто бесподобный. Печенье с какао, ганаш и тертый шоколад очень гармонично сочетаются с нежным сливочно-карамельным желе. Смотрите, какая структура получается. Приготовьте торт «Птичье молоко» по моему рецепту, и он станет одним из ваших любимых десертов.